Привет-привет! Вышли мы из сыроварни, а теперь пойдем прогуляемся по деревеньке Чеда. Первым делом поднимемся по лестнице Якоба. В ней 274 ступени. Лестница Якова относится к истории из Библии, когда Якову снится, что он увидел лестницу, покоящуюся на земле. Вершина была на небесах, и ангелы по ней карабкались вверх и вниз. Поднявшись вверх по лестнице, мы видим смотровую башню. Длина этой башни 14 метров, и после того, как мы прошли по лестнице 274 ступени, абсолютно не хотелось еще карабкаться на нее. Но, к счастью для нас, она была закрыта. Здесь открывается вид на деревню, и также тут есть туристическая тропа длиной в 3 мили, по которой можно обойти каньон сверху. Чеддер – это большая деревня и приход в округе Седжмор, английского графства Сомерсет. Деревня дала название сыру чеддер. В настоящее время деревня является крупным туристическим центром с несколькими культурными и общественными объектами. Название чеддер происходит от древнеанглийского слова «cedar», означающего глубокую темную полость или мешок. Чеддер и его окрестности славились не только производством сыра, но и клубникой. Вкусный фрукт выращивали на склонах холмов Мендип уже сотни лет. В XIX веке спрос на клубнику чеддер в растущих городах, таких как Бирмингем и Лондон, стали настолько великими, что была построена железная дорога от Яттена в Чеддер, чтобы связать деревню с магистралью в Брунелле. Он стал известен как клубничная линия. Линия закрылась в 1964 году, но недавно превратилась в популярную велосипедную дорожку. Чеддер-Йоу – небольшая река, которая образует крупнейшую подземную речную систему Британии. Выйдя из ущелья, она протекает через деревню Чеддер, где в прошлом использовалась для приведения в действие мельниц. И, как видите, меч в камне до сих пор ждет своего короля. Так как сейчас еще не туристический сезон, плюс пещеры закрыты, народу тут не так и много. В этом, конечно, есть свои плюсы и минусы. Большой плюс в том, что мы посмотрели все без столпотворения, а минус в том, что почти все закрыто. Все интересно оформленные магазинчики закрыты. Но некоторые из этих красиво оформленных витрин я вам покажу. В этом месте с 1954 года делают и продают местный сидр и яблочный сок. А это прелестный большой магазин, в котором продают только рождественские украшения. Украшенный к Рождеству, он идеально подходит для любителей Рождества в любое время года. Этот магазин представляет собой коллекцию действительно замечательных рождественских украшений. Посмотрите, какая прелесть! А этажами выше находится рождественский коттедж, который сдается, так скажем, маленькая гостиница. Бродили по городу и, наконец, нашли хоть один ресторан, который был открыт. Это был итальянский ресторан «Ла Рокка». И, наконец-то, мы сможем пообедать. В этом ресторане все блюда готовятся на заказ, с использованием только свежих и сезонных продуктов. Здесь хороший выбор мясных и рыбных блюд. Традиционная пицца вместе с домашними десертами дополняет прекрасное меню. Пообедали и идем к машине. Поедем дальше. Пока мы едем, расскажу вам легенду. Популярная местная легенда гласит, что сыр чеддер был сделан случайно 800 лет назад. Одна доярка забыла ведро с молоком в пещерах. Оно там стояло долго и в конечном итоге превратилось в сыр. Местным жителям так понравилась острота нового блюда, что они решили сделать еще несколько таких же. И так родился сыр чеддер. А постоянная температура в пещерах 7 градусов обеспечивает оптимальную температуру для созревания сыра. Сыр вызревает в тех же пещерах таким же образом и по сей день. Уже темнеет, но все равно мы едем в Уэльс.
и надеемся там что-нибудь увидеть. Уэльс – это средневековый город, расположенный на южной стороне холмов Мендип, простирающийся на юг и запад. История Уэльса восходит к римским временам. Уэльс получил название от источников, которые сегодня можно найти в садах епископского дворца. Это недалеко от деревни Чеддер, и приехать сюда меня привлекла одна фотография. Фотография улицы, которая называется Vicar's Close. Надеюсь, мы ее найдем. Уэльс – самый маленький город Англии с населением около 12 тысяч человек. Он может называть себя городом из-за собора XIII века. Он остается на удивление нетронутым и имеет много других исторических зданий, включая епископский дворец, окруженный рвом, Vicar's Close, церковь святого Кадберта и очень хороший местный музей. Уже довольно темно, но так хочется показать вам то, что своими глазами вижу я. И вы знаете, первое, что мы увидели, это та улочка, Vicar's Close. И она считается самой старой чисто жилой улицей с сохранившимися нетронутыми оригинальными зданиями в Европе. Он включает в себя многочисленные памятники архитектуры первой степени, в том числе 27 резиденций, первоначально 44, построенных для епископа Ральфа Шрусберийского. Джон Джулиус Норвич назвал ее самой редкой из сохранившихся спланированных улиц середины XIV века. Эта улица длиной 140 метров и вымощена брусчаткой, ширина 3 метра. Зал викариев был завершен в 1348 году и включал в себя общественную столовую, административное помещение и сокровищницу хора викариев. Дома по обе стороны улицы были построены в XIV и в начале XV веков. С тех пор были внесены изменения, включая единую крышу, палисадники и приподнятые дымоходы. Заключительная часть строительства пришлась на 1420-е годы, когда на стене Свободы Святого Андрея были построены часовня викариев и библиотека. А сейчас мы с вами направляемся к Уэльскому собору. Это англиканский собор, посвященный святому апостолу Андрею и резиденция епископа Бат и Уэльс. Его широкий западный фасад и большая центральная башня собора являются его доминирующими чертами. Его называют, несомненно, одним из самых красивых и самых поэтичных английских соборов. Его готическая архитектура в основном выполнена в раннеанглийском стиле XII и начала XIII веков. Строительство началось около 1175 года в восточной части хора. Ранний английский фасад включает в себя 300 скульптурных фигур, рассматривается как высший триумф комбинированных пластических искусств в Англии. И это памятник архитектуры первой степени. Это и все, что я хотела вам сегодня показать. Уже темно, и мы собираемся домой. Думаю, сюда мы еще когда-нибудь вернемся, чтобы посмотреть собор днем и внутри. На этом все. Пока-пока, хорошего дня, увидимся скоро, но в другом месте. А для тех, кто досмотрел до конца, маленькая конфетка. Это тот, кого мы встретили в ночи, когда ехали домой.